Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю то, что любят и взрослые, и дети. Начинаю с замеса теста. У меня кефир, его 175 мл, жирность кефира 3,2%, можно брать чуть меньше. Главное, кефир подогрейте, чтобы он не был комнатной температуры, а градусов 38. Свежих прессованных дрожжей у меня 15 грамм. Если у вас сухие активные, тогда 5 грамм берите. И 20 грамм сахара. Сахар добавляйте обязательно в тесто, так оно намного вкуснее получается. Теперь все хорошенечко перемешиваю, чтобы дрожжи здесь растворились. Можно не дожидаться, пока подойдет опара. Если уверены в дрожжах, сразу же приступать к замешиванию теста. Это и есть опара, тогда ее нужно оставить на 10-15 минут, постоять в теплом помещении, чтобы сверху появилась такая пенная шапочка. Добавляю четверть чайной ложки соли. Одно куриное яйцо, оно должно быть комнатной температуры, достаньте заранее из холодильника. Сливочное масло я подтопила в микроволновке, его по весу 40 грамм. Масло должно быть очень мягким. И все хорошенечко перемешиваю. Беру муку пшеничную высшего сорта, я ее отмерила 350 грамм. И буду всыпать постепенно. Всыпала, перемешала, посмотрела на консистенцию теста. Всю сразу я муку не всыпаю. У всех мука разная, поэтому ориентируйтесь на такое тесто, как я покажу в видео. Тесто главное и не забить мукой, и не оставить его жидким. Всыпала сюда еще 50 грамм муки. Полный список продуктов будет написан под видео. Сначала тесто я замешивала ложкой, а теперь буду руками на столе. На замес этого теста уходит буквально 2 минуты. Тесто должно получиться слегка липнущее к рукам, очень мягкое. Все продукты я сразу же готовлю заранее, чтобы быстро замешивать тесто и не дать ему остыть. Тесто получается вот такое, при надавливании пальцем он легко входит в тесто. Тесто перекладываем в ту емкость, где оно будет подходить. Сверху я обязательно затягиваю пищевой пленкой. И тесту нужно дать постоять в теплой комнате без сквозняков, постоять 1,5 часа, час-полтора. Тесто должно увеличиться несколько раз в объеме, и тогда тесто готово. Само тесто я растительным маслом не смазывала, оно и так не заветрится. У меня тесто стояло 1 час на очень тонкой трубе батареи в кухне. Тесто получилось очень мягкое, оно такое теплое, воздушное. Оно по-прежнему немного липнет к рукам, но к посуде не липнет. Очень хорошо собирается в такой один комочек. Сохраните себе этот рецепт теста, оно очень удачное, не черствеет долго. Вкусно, если будете готовить для сладких начинок, тогда сахара добавляйте 50 грамм. Взяла еще немного муки на подпыл и собираю теперь тесто в одну такую толстую колбаску. Это тесто я делю на 2 части. Теперь каждую часть снова раскатываю в такую колбаску. Делю на 2 части, каждую из частей на 3 части, в общем получается 6 заготовок. А всего из этого теста получится 12 заготовок. Я взяла 12 небольших сосисок, они еще подкопченые. Сосиски берите любые, которые вам нравятся. Теперь каждую заготовку я раскатываю в достаточно тонкий жгутик, толщиной где-то с палец. И этим тонким жгутиком начинаю оборачивать каждую сосиску. Это простой, быстрый, доступный рецепт, а сосиски в тесте, я думаю, что любят все. Готовьте на здоровье, получаются вот такие заготовки. Я уже подготовила противень, на него положила лист пергаментной бумаги и все заготовки переношу на пергамент. Можно брать длинные сосиски, тогда чуть тоньше раскатывать тесто в жгутик. Все заготовки я сделала, теперь накрываю полотенцем и оставляю в теплой кухне без сквозняков, так постоять тесто, подойти минут 15. Прошло 15 минут, все готово. Духовку я уже поставила разогреваться до температуры 180 градусов, при этой же температуре и буду выпекать. От куриного яйца я взяла только желток, я его взбила вилкой и теперь смазываю все наши заготовки. Можно не желток, можно полностью яйцо брать, белок и желток взбивать. К желтку можно добавить еще молока, столовую ложку, либо просто молоком смазать, но мне больше всего нравится яичным желтком. Так изделия получаются более румяные, блестящие такие. По времени выпекания ориентируйтесь по своей духовке. Важно, чтобы не передержать в духовке, чтобы тесто осталось таким мягким, не превратилось в сухарь, стало красивым золотистым. Все с пылу с жару, прошло полчаса, достаю все из духовки, дам немножко остыть, потому что очень горячие булочки. Вот так вот на колечке разбирается тесто. Тесто очень вкусное, мягкое. Сначала булочки такие чуть более плотные, а после того, как полежат, немножко остынут. Тесто очень мягкое, такое волокнистое. Из этого теста можно печь любые пироги, пирожки. Спасибо за то, что смотрите мои видео, комментируете, ставите лайки. Подписывайтесь на наши другие соцсети, все ссылки в описании под видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи, пока-пока!